こんにちは。私はアレクサンドラです。不動産関係のエコノミストです。Такое стремительное увеличение стоимости, оно, естественно, связано отчасти с событиями 2022 года и с санкциями, под которые попало государство, и с уходом многих поставщиков с российского рынка, когда компании были вынуждены искать пути доставки оборудования, например, необходимого, или вообще пересматривать какие-то проектные решения. Кроме того, у нас выросла процентная ставка Центрального банка, ключевая. К этой ставке привязано очень много кредитов, которые в том числе используют и сами застройщики. И ключевая ставка, она в целом обусловлена тем, что в экономике сейчас очень большая денежная масса, потому что увеличивается госзаказ на многие производственные единицы, выплачиваются зарплаты людям, которые участвуют в госзаказе, вообще в оборонной сфере, поэтому люди, получая большие зарплаты, думают, как спасти от инфляции. Многие готовы, например, идти покупать недвижимость. Увеличивается спрос, но, конечно, основным фактором удорожания, скорее всего, являются именно большие процентные ставки, которые зашиваются в цену недвижимости, и необходимость искать новые пути логистические и вообще технические для реализации тех проектов, которые изначально задумывались. А если смотреть на приобретение жилья среди населения, очень многие сейчас стремятся купить квартиру в новом строящемся доме. И зачастую это очень выгодно, потому что ты можешь прийти к застройщику на стадии, когда дом еще только-только начал строиться и будет сдан в эксплуатацию, например, через 2 года, и сразу подписать договор с застройщиком, получив при этом значительную скидку. Потому что чем более готовое жилье, чем более высокий уровень готовности жилья, тем выше стоимость квадратного метра. Например, сейчас в Москве можно купить квартиру в строящемся доме, который будет сдан, например, в конце 26-го, начале 27-го года за 210 тысяч долларов площадью 50 квадратных метров. Квартира будет без отделки, то есть будущий жилец сам будет придумывать ее дизайн, делать там ремонт. Застройщик, скорее всего, отдаст просто отштукатуренные выровненные стены с минимальным количеством инженерных систем. Поэтому цена за саму квартиру такая, но всегда надо держать в голове, что потребуются деньги на ее ремонт, чтобы сразу туда въехать, например, жить или сдать. В зависимости от класса жилья, которое у нас делится на эконом, комфорт и бизнес-премиум, цена на жилье очень сильно разнится. Например, сейчас есть проекты, которые уже в активной стадии реализации в хороших, престижных центральных районах Москвы, где на стадии строительства однокомнатная квартира площадью 55-60 квадратных метров будет стоить $1,5 миллиона. И, соответственно, чем ближе к сдаче, тем выше цена этих квартир. Это не предел. С учетом инфляции, скорее всего, и, может быть, даже еще дороже. Что касается строительной отрасли России сейчас, это, несмотря на санкции, значительно развивающийся сектор экономики, который создает огромное количество новых рабочих мест. Это и производственный блок, и жилье, и сфера услуг. Поэтому, несмотря на значительные трудности, которые у нас возникли с 2022 года по привлечению финансирования, по новым каким-то поставщикам материалов или технологий, тем не менее сектор развивается, государство старается его поддерживать. Сейчас немножко сложнее, потому что, к сожалению, реализация коммерческих проектов, она всегда связана с кредитованием и, в первую очередь, ипотечным кредитованием. И с учетом текущей экономической ситуации, когда процентная ставка ключевая достаточно большая, это все выливается в большие процентные ставки для
покупателей и, соответственно, привлечения кредитов для самих застройщиков. По поводу ипотеки, то большую часть ипотечных кредитов, естественно, берут на большой срок, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа. У кого есть возможность платить быстрее, платят быстрее, естественно, но, наверное, средний срок от 15 до 30 лет. Но то, что я узнала недавно, какая разница, опять же, с Японией. В Японии недвижимость дешевеет со временем. В России наоборот. Россия, она дорожает. Поэтому если ты взял ипотеку сейчас и платишь ее, например, 10 лет, то, скорее всего, через 10 лет твоя квартира не только не потеряет в цене, она будет соответствовать рынку. И, например, если ты получил квартиру от бабушки, которая в свое время получила ее там, в 60-х, 70-х годах прошлого века, она будет абсолютно конкурентоспособной на рынке, и стоить она будет чуть-чуть поменьше, чем новая, но незначительно. Ты не теряешь ни в цене, ни в качестве, и многие поэтому берут ипотеку, понимая, что через 5-10 лет ты можешь продать эту квартиру по более выгодной цене, например, или просто понимать, что вложенные деньги, они не сгорели, они являются инвестицией. Если рассматривать сходство, различия между японским опытом строительства и российским, то, наверное, в первую очередь, что мне в свое время бросилось в глаза, то, что организация строительных площадок в Японии просто на высшем уровне. Ты можешь идти по городу мимо строительной площадки, и если не поднять просто голову и не увидеть, что здесь, оказывается, стройка, ты не поймешь, насколько все чисто, насколько все аккуратно. В России, к сожалению, не всегда так. Есть, конечно, компании, которые за этим жестко следят, но, как правило, ты говоришь строительство или начало строительства в твоем районе, и ты сразу думаешь, что это будет грязь, это будут самосвалы, это будет шум, и как бы ты повлиять на это не можешь. Я знаю, что после ковида очень много русских впервые поехали в Японию, и это даже среди, на примере моих знакомых, почти каждый второй уже либо съездил, либо планирует поездку в Японию. И я надеюсь, что я люблю Японию, надеюсь, что другие люди также проникнутся теплыми чувствами к этой стране, будут чаще туда ездить. Надеюсь, что и для японцев Россия, как достаточно близкий сосед, станет интересно. У нас очень много красивых мест, у нас на самом деле очень дружелюбные и гостеприимные люди, поэтому я надеюсь, что интерес будет взаимным, и поездки туристические, например, станут частым явлением. Так что всем добро пожаловать в Россию!